Друзья, я вас приветствую. Сегодня послание свыше посвящено духовным проводникам и учителям. И в первую очередь будет полезно для этой категории, но не только. Оно для всех, как и любое другое духовное послание. И в конце я немного прокомментирую, чтобы была ясность, о чем это. Посол небесный должен нести свою службу так же, как и посол земной ваш несет службу свою на своем посту. И должен обладать волей сильной, ибо проводит он не только свою волю, но проводит он волю небес на землю, которая вроде бы ясной должна быть, но бегут люди от воли Господа, как от черта. А значит, и проводнику несладко приходится, ибо камни летят в него. Но посол, что земной, что небесный, должен стойко нести службу свою и не поддаваться на уловки дьявола, что говорит устами неразумных людей или руками дела гнусные замышляет. Иди, дочь моя, и передай другим посланникам Божьим, чтобы отряхнулись, сбросили свое оцепенение, сбросили страхи, ибо история ваша кровожадности наполнена и слепой верой, в которой истина страдает, и люди, несущие ее свет. Но человечество несет в себе наказание не мое, но свое, за то, что убивает несущих истину и свет их непреложный. Тьмой невежества прикрывают своими условностями, лжерелигиями, лжезнаниями и черствостью сердца. Иди, мой друг, и скажи, что ангел Божий укрывает крылом своим тех, кто к истинному свету стремится и любовь несет в мир. И неважно, примкнул он к рядам вечно плачущих и ищущих убежище и спасения в стенах храмов ваших. Ибо найти меня можно в иной обители, что сердцем вами зовется, и микрокосм ваш – то место, где космос великий познать вы можете, прикоснуться к силе и мощи моей. Спросите о том посланника моего, ангела моего, свет несущего. Посланники мои дороги мне, ибо они проводники воли моей, и защитой обладают земной и небесной. Покровами укутаны. Сдерете покрова, навлечете беду, как было не раз. Слушайте и внимайте, что благо для вас в этом великое. Солнце, великий дух, несет вам благодать, но может принести и беды великие, иссушение земель ваших в этот мир. Пока сердце не откроете, плодородия не будет. Все закономерно. Итак, воля моя спускается на землю через посланников моих. Но смотрите в оба, кого слушаете и чьим словам внимаете. Ибо если за словами теми душа мертвая, сердце холодное, не принесут они вам свет знаний истинных. Заслужили вы, значит, тех, кого имеете в качестве учителей. Все, иди и передай. Кротость. Кротость во всем, что касается посланий моих, быть должна. Немножко прокомментирую сейчас 3 важных момента, которые важно людям понимать. Господь говорит о том, что человечество до сих пор еще не вернуло долги и не восстановило справедливость и равновесие в том, как оно относилось к посланникам Господа, к его проводникам, к пророкам, к людям, которые несли через свою деятельность откровение, да, и послание свыше. То есть они тем самым совершали преступление против Бога. Вот вы знаете, простой пример. У меня книга есть «Библия нового времени». И в этой Библии послание свыше, точно так же, от Господа и не только, от разных сил. И кто-то по своему невежеству нажаловался, что якобы эта книга несет пропаганду того течения, которое вот из 4 букв.
А там, конечно же, ничего подобного нет. Там, наоборот, была информация свыше, мне передавали, что есть огромное количество подземных мест, где совершается насилие над детьми. Я вам больше скажу, я наткнулась несколько дней назад на подтверждение этого факта, что сейчас идет расследование как раз в отношении лиц, которые держали в таких подземных бункерах детей, и совершалось насилие. И таких очень много по всему миру. То есть это на самом деле страшные вещи, они существуют. Так вот, что сделал человек? Он в силу руководствуясь какими-то своими низменными мотивами, да, может быть, там конкурент какой-то, недоброжелатель, да, или просто человек очень с таким вот мышлением узким. Он делает плохо мне, он думает, но на самом деле он действовал, по сути, против Бога, который хотел, чтобы люди знали о том, что происходит, о том, что совершается. Мы должны об этом знать, иначе мы не сможем этим управлять. Как мы будем жить дальше? То есть наши дети, они под угрозой, получается. В принципе, любые дети. Да, это вот такой маленький пример. Или как какие-то нападки со стороны людей. Я знаю, что и на меня, и на других, причем это на разных планах эти нападки. Это все преступление против Господа. Потому что когда люди выполняют свою задачу, непростую задачу, и идут нападки из-за слепоты людей, они тем самым, по сути, как я сказала, совершают преступления против высших сил. Они сами себя лишают милости, сами себя лишают знаний, и они не дают людям, собственно, перейти вот на тот новый уровень понимания и отношения к себе, любви к себе. Новый уровень сознания. Об этом часто говорят, но, к сожалению, мало кто понимает. Потому что это надо чувствовать, это надо не понимать. Первый момент. Второй момент. На Земле есть великие души, до сих пор застрявшие, которые в свое время и должны как раз были нести вот этот свет знаний, да, гуру, пророки. И, к сожалению, из-за этой темноты, невежества, гордыни людей они оказались в бедственном положении здесь. И я очень надеюсь, что они пробудятся и вспомнят свою истинную ангельскую сущность, кто они такие, и осознают, что грехи, которые люди навешивают на людей света всегда, это не их грехи, это чужие грехи, грехи людей, жадных, завистливых, злобных, тупых и так далее. Просто это, наверное, будет отдельное послание, просто эти души, их очень ждут их пробуждения, ждут их освобождения. Особенно они очень нужны сейчас. Итак, и третий момент по поводу учителей. Да, мы понимаем, что можно себя кем угодно называть, но есть духовный статус, он не дается в материальном мире. Это статус, который дается в другом мире, в духовном, поэтому он называется духовный статус. И в послании упоминается о том, что бесполезно обладать какими-то знаниями, да, просто их там где-то вычитывать, если у человека закрыто сердце, а таких большинство. Это принципиально разный подход. Это вот знаете, я все время, можно провести простую параллель с школой, да, у всех были учителя очень разные. Я думаю, что вот есть учителя, есть педагоги. Педагоги вроде бы все чистенько, они могут тебе давать там какие-то знания, какую-то информацию, но ты с ними не растешь, ты не вырастешь с ними. И есть учителя, как правило, это люди с таким сильным характером. Они строгие, но их строгость произрастает из любви, из справедливости, причем это любовь и к предмету, которому они обучают, и к тому, кого они обучают, научают, да, и прививают. И с такими учителями рядом растут на моих глазах люди из двоечников, превращались там в отличников в сложнейших предметах. Да? И есть уважение, и даже самые такие хулиганы, задиры, они рядом с такими учителями сразу усмиряли свой буйный нрав. А вот те, которые хорошие педагоги, такие, ну вот вычищенные до блеска, да, как вот сейчас есть такие вычищенные до блеска персонажи в интернете и повсеместно. И вот там как раз в чистом виде информации, которая идет какая-то вычетка,
Но если мы посмотрим, если там любовь, а ведь самое главное – проведение этой энергии, потому что если сердце закрыто, человек, который вам дает эти знания, она не снабжена вот этим топливом нужным, нет этой любви, он не проводит, он не может вам это дать, именно вот вложить в ваше сердце. Это происходит опять на уровне интеллекта. Отсюда все вот эти интеллектуальные, духовные гордыни и так далее. Это вот мы знаете, когда несколько лет назад я была в Москве на одной встрече, приезжал известный монах, и я пригласила свою знакомую, она экстрасенс, и она тогда вышла в таком легком шоке. Я говорю, ну как? Она говорит, так у него же сердце закрыто. Оно же у него просто вот не рабочее. А это очень известный монах, он везде, шаолиньский монах, он везде, вот я смотрю, у него там такой пиар, то есть такая накачка формы. Понимаете? Прочитать знания, получить просто информацию каждый может. А вот вложить энергию любви, провести – не каждый. Поэтому вот духовные проводники, да, учителя, которые они вот воистину такими являются, ну, это надо чувствовать. Это надо чувствовать. А здесь есть другая сторона. Пока у нас закрыто сердце, мы тоже это почувствовать, ну, нам это сложно почувствовать. И тем не менее, можно. Подумайте об этом, посмотрите по-новому, под другим углом, на тех, кого вы слушаете, на тех учителей. Что там? Там обертка, там форма, накачка, вот эта гонка за текущими вот этими вот атрибутами и банальная вот эта вот история про какую-то вычетку. Или вы понимаете, что человек, он обладает определенным опытом, он прям прожил это, он может вам это донести, он может в вас вложить это, вот эту любовь свыше. Но мы все достойны тех учителей, да, собственно, которые приходят в нашу жизнь. Поэтому каждый достоин того учителя, которого он имеет. А духовным учителям тоже важно помнить, что знание, владение какими-то методами, экстрасенсорными способностями, открытым третьим, четвертым, пятым глазом, это тоже не панацея, этого всего недостаточно. Исключительно равновесие возможно, когда у нас открыто сердце. Да, и вот тогда, собственно, происходит вот эта вот магия, правильный смысл, донесение правильного смысла, снабженная энергией любви. Это открывает путь ученикам, которые приходят к такому учителю. Вот так.